Сборная Грузии проиграла в Болгарии и закончила свой 2025 год. 10 матчей. Давайте разбираться, что было яркого в этом годе. Виноват ли Саньоль? Что вообще за зона комфорта, про которую он все время говорит? Может быть, он сам там завис? Погнали! Могесалмабит. Разбираемся в годе, который провела сборная Грузии. Совсем коротко затронем мы матчи молодежной команды. Много всего интересного. Ставьте лайк, подписывайтесь. Сандро Шотет Медиа. И мы начинаем прямо сейчас. Начнем, конечно же, с того, что вообще успела сборная Грузии в этом году. Давайте посмотрим на результаты. 10 матчей провела сборная. И год-то начинался прекрасно, потому что, вы помните, матч с Арменией, какие-то были сомнения, как оно все пройдет, как все получится, не получится. Но в итоге 3-0 на выезде, без Хвичи и без Каши, а потом 6-1 дома. И знаете, я сейчас уже в контексте будущих результатов стал думать, что, возможно, эти-то результаты и повлияли, что 9-1 по сумме двух матчей, все залетало. И футболисты здесь, и думаю, что, может быть, и тренер тоже немножечко расслабились, подумав, что ага, а мы Армению, смотрите, как можем выносить. Но не стоит забывать, что у Армении гораздо больше проблем. И, кстати, мы скоро с каналом в Бутсах, с Гариком Акопяном сделаем огромное исследование на тему грузино-армянского футбола. Будем сравнивать стадионы, игроков, клубы, инфраструктуру, все на свете. Поэтому подписывайтесь, оставайтесь, это будет интересно. Так вот, после двух игр, разница 9-1, было два товарищеских матча, Фарерские острова, Кабо-Верде, и вот это была настоящая такая проверка резерва, там действительно из основных игроков практически никого не было, то есть приехали дублеры, скажем так, поиграли, кого-то Саньоль проверил, но то, что вот он сейчас декларирует, в марте, в июне будем наигрывать, вот этого не было. Потому что, да, вот я сейчас могу вам состав показать, например, в первом матче с Фарерскими островами, который закончился со счетом 1-0. Кстати, посещаемость там была всего 17 тысяч зрителей. Вот интересно, как на сборную Грузии будут ходить теперь после вот этих провалов. Вот давайте посмотрим. Например, из тех, кто играл потом в квалификации, в отборе. Да, здесь был Лочошвили, здесь Гочулишвили играл справа. Кстати, кому-то из вас не нравится эта позиция, но мы видим, что Саньоль исправно наигрывал. И в двух матчах товарищеских летом то, что Саньоль действительно наиграл, это Гочо на правом фланге. Это стоит признать. Квилитай играл, он в итоге в свое время получил позже. Гагнидзе тоже стал игроком основы, но вот сейчас он получил травму и в матчах ноябрьских участия не принимал. И давайте посмотрим еще коротко состав с Кабо-Верде. Здесь, как я уже говорил, Гочулишвили, это я отмечал. Но, знаете, два Гвилисяне, в итоге они вообще выпали, вот, которые играли. А Лучушвили играл вообще слева, в итоге он сейчас в центре. То есть то, что наигрывалось, не всегда работало. Миквабишвили в опорной зоне тоже это стало нормой в будущих матчах. Ну а все остальные футболисты, вон Гулиашвили, Лабжанидзе, они совсем игроками запаса стали. Теперь переходим к матчам отборочным. 6 игр. Знаете, подробно я не буду сейчас каждый матч разбирать. Мы это с вами уже делали 1000 раз. Давайте просто вот комплексно взглянем на то, во что играла команда Саньоля. Даже тактически посмотрим, что большую часть матчей играли два центральных, так было и в товарищеских матчах, и с Арменией. То есть, вот этого Саньоль добился, можно говорить, насколько успешно, неуспешно, но он действительно игру команды перестроил, и мы видим, что происходит в обороне. 3 пропущенных мяча с болгарами на 0 сыграли, это было чудо, потом 2 от Испании, 4 от Турции, 4 от Испании и 2 от Болгарии. И самая главная проблема, что очень быстро сборная пропускает, я об этом уже говорил, что стабильно до 30-й минуты во всех этих матчах, за исключением матча с Болгарией, сборная Грузии пропускала. И пропускала глупо, нелепо, и об этом говорили игроки, мы сейчас к этому подойдем после матча в Болгарии, что когда ты начинаешь матч с 0-1, это уже немножечко другое, это другая психология. Давайте, собственно, о матче в Болгарии, знаете, не саму игру я, конечно, хочу вспоминать. Что сказал Саньоль?
Интересная, кстати, фраза. Он сказал, что когда вы увидите статистику, удивитесь, как мы вообще могли проиграть. Мы владели мячом почти 80% времени, создали много моментов, а соперник был в нашей штрафной 2 раза и забил 2 гола. Но мне кажется, это фигня, друзья. Команда проиграла. Она проиграла сопернику, который уступает в классе. Это очевидно, с этим спорить нет смысла. И Саньоль как будто бы, знаете, пытается доказать, что нет, а мы вообще-то выиграли. Ну вы проиграли, вы забили 1 мяч, а не 2 мяча забили. Ну нужно как-то по-другому мыслить, мне кажется. Я думаю, что дело даже не конкретно проблема не в самом Саньоле, а в том, что он говорит, потому что по такой игре, да, действительно, статистику я вам покажу, там ударов больше, все такое. Ну, не знаю, это была беспомощность в действиях самой команды, понимаете, вот психологическая уверенность, не было стержня. Вот даже посмотрела я молодежку Рамаза с Ваназом, мы к нему еще подойдем, вот там было все в полном порядке, это стоит признать, очень круто, слаженно играли. И несмотря на множество проблем, которые были у молодежки, но мы сейчас к этому подойдем. Поэтому мистер Саньоль, мне кажется, что все-таки стоило вначале, ну если не извиняться за результат, но хотя бы сказать, что я в шоке, это позор для грузинской команды, мы не должны так проигрывать, но смотрим вперед, и я буду работать, я понимаю все ошибки, но мы будем их исправлять. Вот это, мне кажется, было бы получше. Но Саньоль этого не сказал, может быть, он посмотрит это видео и на следующий раз поймет, как лучше себя вести. Еще есть цитата Саньоли, наверное, вы устали от него, но можете перемотать, тут буквально 30-40 секунд. Он признал, что последние 3 месяца были тяжелее, чем он ожидал, команда меняет состав от матча к матчу, но ошибки все равно повторяются. И, как говорит тренер, это не только тактика, а глобальная проблема ментальности. Ну, что за глобальная проблема ментальности? Глобальное потепление, что ли? Ну, в общем, я не знаю. Я, кстати, знаете, заморочился, я решил посмотреть, вот он говорит про изменение состава. Действительно, да, в одном составе сборная Грузии практически не играла. Не практически, а в этих 6 матчах разный был состав все время, а Саньоль любит все-таки стабильность. Ну и в обороне было много изменений, но про новых игроков, мне кажется, это полная чушь, потому что если посмотреть на дебютантов в старте, то там были только Луминадзе, Табатадзе, Абуашвили и Квернадзе. 4 человека, 4 футболиста. Остальные все вызывались и играли стабильно. И, в общем-то, линия атаки, сейчас мы с вами к этому тоже придем, она вообще не менялась. И мне кажется, что, знаете, вот все футболисты, там и сам Саньоль, они такие, а что ж такое, что у нас не получается? Вроде те же футболисты играли, вот там побеждали, а тут не побеждаем. А что ж это, в чем проблема? Да блин, проблема в том, что как раз-таки одни и те же футболисты выходят на поле. Если у них не получается, они тоже играют. Нужно ротировать состав. Вот мне кажется, знаете, при всем моем уважении к Хвичи Кварасхелии, и при том, что он старается и делает все, но Саньоль вообще забыл, что его можно менять, что его можно не выпустить в старте. Кто-то из вас скажет, что это будет хуже, но я считаю, что нет. Мне кажется, что, знаете, вот как говорят, никто не должен думать, что ему место в старте обеспечено. А я уже с закрытыми глазами могу вам назвать половину состава, если не травмированы Кучурашвили, Микаутадзе, Давиташвили, Хвича, то они точно будут в старте. И я думаю, что эти футболисты, они сами это понимают, и возможно, что как раз-таки именно попадание на чемпионат Европы, оно сыграла злую шутку. То есть, если тогда футболисты боролись и бились до конца, вот они шли к этой цели, они хотели играть на чемпионате Европы, и Саньолю не надо было ничего говорить, они просто сами хотели, шли, бились, рубились. А теперь что? А теперь цель достигнута, они получили повышение в клубах, да, там Хвича выиграл Лигу чемпионов, и много чего еще случилось. И не то, чтобы у них пропала мотивация, но они понимают, что мы игроки стартового состава, да господи, ну мы будем стараться, конечно, но мы все равно будем в старте. И я думаю, что вот откуда расслабленность, вот откуда эти проблемы. Опять же, я не говорю, что они как-то играли в полноги, но, на мой взгляд, вот этот момент Саньоль упустил. И стоило бы поротировать именно старт, не бояться там выпускать молодых каких-то, ну того же Луминадзе выпустить, почему нет, Квернадзе поставить в старте, ну много что можно было пробовать. И вот знаете, в 5-м матче, вот уже с Испанией, когда уже все было потеряно, рискнул как раз-таки Саньоль, там мы знаем, что
вышел в старте Табатадзе. Ну и то же самое касается обороны. Вот у меня самая главная претензия к Саньолю. Какого черта ты выдернул Александра Нариманидзе, который был основным защитником молодежной сборной, и ни хрена не дал ему ни одной минуты даже сыграть. И знаете, об этом так скромненько Ромас Сванадзе сказал. Он сказал, что мы проиграли вот сейчас 2 матча решающих, потому что у нас не было по разным причинам ведущих футболистов в обороне. И я, кстати, еще заметил, что Егояна еще не было, который тоже шумит в чемпионате Нидерландов. И фактически обескровленная оборона, потому что, посмотрите на состав молодежки против Германии Ю-21. Там вместо Лацабидзе и Нариманидзе, которые были основные футболисты, он их наиграл. То есть вы понимаете, Ромас Сванадзе, что такое молодежка? У тебя приходят футболисты, и тебе надо собирать из них состав, знаете, как кубик Рубика или как какую-то головоломку. И вот ты все собрал, как будто бы все состыковалось, вот уже бежишь сказать, что ребята, я собрал, зафиксируйте рекорд, а тут у тебя просто выдергивают детали, и ты не знаешь, потому что у тебя нет запасного набора этих деталей пазла. И все нужно, не знаю, выпиливать лобзиком дома у себя и вставлять по новой момент, который, знаете, делает Ромаза Сванадзе еще более крутым тренером, на мой взгляд. И я считаю, сейчас стал искренне в это верить, что он вполне себе очень даже неплохой преемник Саньоля. И, знаете, временный, невременный, исполняющий обязанности или нет. Но если рисковать, то вот на март-июнь его можно было бы назначить исполняющим обязанности тренером. Пишите, что вы об этом думаете. Видите ли вы Ромаза Сванадзе тренером взрослой сборной Грузии? Но знаете, главный плюс, что он уже очень долго тренирует молодежку. Он знает всех этих ребят, они все прошли через молодежку. И он, для него не проблема просто тасовать состав, взять кого-то, выкинуть, кого-то поставить. Плюс, я думаю, что по-грузински он может объяснить свое решение очень грамотно. Знаете, что меня еще расстроило? Это то, что говорили игроки. Вот Саба Сапанадзе был в Болгарии, общался там со всеми. Кто-то обвинял его в том, что он как-то слишком мягко спрашивает у игроков. Но я могу понять, он с ними общается постоянно. И действительно, наверное, больше их друг, чем журналист такой независимый. Ну и критиковать своих друзей все-таки сложно. Но я хотел бы сказать, что игроки тоже, вот меня немножечко огорчило, что никто не пришел и не взял на себя ответственность, не сказал, что там, да, мы играли плохо, да, я понимаю, что мы виноваты, да, мы будем рубиться лучше. То есть капитан Каши, Хвича Кварацхелия, Мамардашвили. Мамардашвили написал у себя в социальных сетях большое сообщение, за это ему отдельный респект. А остальные как-то как будто бы голову в песок убрали. Опять же, я не хочу там клевать, какой-то хейт направлять на футболистов, кто я такой. Но просто факт, что все футболисты сейчас немножечко в смятении и как будто бы не могут понять, что происходит. И вот мне кажется, здесь, если бы кто-то взял на себя ответственность, вот так вот вышел, как вот с болельщиком мы видели это общение, вышел и сказал, что да, мы сыграли плохо, мы во всем виноваты, это позор, это не наш уровень, но мы будем биться. Все были растеряны, никто не мог найти слов. Давайте я пару фраз приведу. Например, в микс-зоне там общались Гулиашвили, Давиташвили, Китаишвили и Абуашвили. Вот что они говорили, буквально, давайте совсем коротко. Гулиашвили сказал, что все очень печально, он вроде был бы максимально честен, но, знаете, по существу не так много он сказал. У нас небольшой спад, тоже не знаю, что значит небольшой. Мне кажется, уже большой. И нам сейчас нужна поддержка. Команда находится в процессе перестройки, смены поколений, много новичков после Евро. Всем нужно время, чтобы сыграться. Но опять, нету много новичков. 4 футболиста в старте добавилось новых. Остальные все те же самые. Нету много новичков. Это это бред вообще. Вы меня извините, конечно, но это бред. Каждый должен посмотреть внутрь себя, понять причины, и к сентябрю мы будем готовы. Что-то исчезло после Евро, но атмосфера внутри хорошая, просто нам нужно пройти это вместе. По поводу атмосферы я соглашусь, потому что я смотрел видео, и действительно, знаете, если бы что-то было не то, не показывали бы нам, как футболисты там обнимаются. Я не думаю, что это в грузинской ментальности на камеру играть, что «О, ты мой друг», а потом там втайне ненавидеть кого-то. Я думаю, что действительно с атмосферой все в порядке. Зурико Давиташвили. После Евро мы были на эмоциях, победили в первом матче нового цикла и, наверное, расслабились. Вот это, кстати, хорошая фраза. Зурико, спасибо за откровенность. Эта расслабленность тянулась дольше, результаты ухудшались. Команда не подготовилась так, как должна была, хотя как должна была, не знаю. И текущий результат не соответствует уровню
уровню сборной. Ну и про игру с Болгарией он сказал, что не хватило концентрации и, наверное, уже так не воспринимали матч как какой-то решающий, хотя играли, конечно, на победу, ну да, это действительно так. Отар Китаишвили, ну, знаете, я отмечу, что все грузинские футболисты, вы можете посмотреть, даже считать их эмоции, просто как они выглядели, они все были разочарованы, все были уставшие. И повторюсь, что никто не мог найти слов и объяснения тому, что произошло. Китаишвили сказал, что мы сами ищем причины, сегодня мы заслужили поражение, качества было недостаточно. У болгар почти нет фанатов, а наши всегда с нами, даже в гостях. Может, мы этого сейчас и не заслужим, но они все равно рядом, им большое спасибо. С этим я согласен. И поставьте лайк болельщикам сборной Грузии, это действительно мощно, потому что офигенно огромный сектор был в Болгарии, и потом на домашней игре молодежки, ну, я не знаю, как они там разделились, ну, реально было много фанатов, причем в один день же были матчи, это реально круто. Ну, видите, если собрать все воедино, что у нас получается, что все признают наличие проблем, команда потеряла уверенность, потеряла концентрацию, но в чем причина, никто не знает. Я свою версию сказал, пишите ваши версии, что вы считаете в комментариях, в чем причина этой сборной. Только давайте не будем писать, что Саньоль аут и все такое. Это очень просто. Что было сделано не так? Может быть, Саньолем, может быть, Федерацией футбола, может быть, футболистами. Вот именно почему команда покатилась вот по этому направлению и пошли поражения и проблемы в обороне. Например, одна из версий может быть, что надо было перестраивать оборону раньше, сразу после чемпионата Европы, вот не заниматься тем, что пытаться выиграть группу Лиги Наций, хотя Грузия, кстати, была очень близка к этому, а сразу начать перестройку. Я не знаю, потому что обыграй сборная Грузии Чехию в 6-м туре и займи Грузия первое место, сейчас были бы мы в стыках и смотрели бы на блестящий матч, на вот эти все корзины, жеребьевка, кстати, сегодня. Вот, поэтому здесь можно спорить. Ну и, конечно, дали мы слово Саньолю, игрокам. Давайте дадим слово и болельщикам, вам, кто оставлял комментарии под видео Геотим. Я решил тоже это собрать, давайте послушаем. После матча в Софии настроение одно – шок и разочарование. Поражение от Болгарии – это позор, дно, полнейший провал. И что команда утратила все, что было после Евро: химию, характер, командный голод. Ну, кто-то требует откровенного разговора. Почему провален весь отбор? Где структура? Где мотивация? Почему даже Болгария смотрелась сильнее? Ну, в общем, разные есть мнения. Нам нужен тренер, который построит дисциплину. Это катастрофа. Так дальше нельзя. Другие говорят даже не про тренера, а про систему в целом. Нельзя ждать результатов, если в стране нет нормальных академий, полей инфраструктуры. Знаете, это я прокомментирую, потому что, мне кажется, это не главное. Понятно, что глобально это влияет, но сейчас все игроки в Европе играют. Какие поля инфраструктуры? Это не имеет никакого значения. И знаете, любопытно, что фанаты тоже не понимают, что происходит с командой, то есть высказываются разные предположения, все хотят перемен, все хотят честности и изменений. Но, знаете, нет такого разочарования. Я, по крайней мере, не видел комментов, что все, больше никогда не пойду на стадион или там я за эту сборную болеть больше не буду. Это радует. Ну вот вроде бы все по Саньолю, я вам сказал, выводы делайте сами, забегайте в комменты, обсуждайте. Надеюсь, что было интересно, я вот попытался как-то проанализировать и найти что-то уникальное, не знаю, насколько это получилось. А в пятницу заходите на канал, будет большой стрим по случаю дня рождения, уже 3 года моему каналу. И хочется вспомнить, как эти 3 года проходили. Вот, друзья, те, кто постоянно пишет, какого черта, откуда ты взялся, ты кто такой, зачем тебе грузинский футбол? Вот приходите в пятницу вечером, все узнаете, обо всем расскажу. Будет интересно. До новых встреч, нахвамдис.